Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Совсем скоро Новый год, но есть еще достаточно времени, чтобы подготовить и украсить дом к Новому году. И, как всегда, я предлагаю это сделать своими руками. Сегодня я вам покажу и расскажу, как легко и просто сшить юбку под елку. Такая юбка очень хорошо скроет подставку под елку или горшок для живой елочки. Также она смягчит удар и не даст разбиться случайно упавшей елочной игрушке. И на нее очень удобно разместить все подарки. Да и просто она красиво смотрится. Ну а в конце видео я вам покажу несколько вариантов изготовления таких юбок. Шить юбку я буду из флиса. Для этого я подготовила кусок ткани размером 65 на 65 сантиметров. Чтобы вырезать ровный круг, я складываю ткань в четверо. И иголочкой отмечаю центр будущего круга. На сложенной вдвое ткани я от центра при помощи рулетки, ну или сантиметровой ленты, кому как удобнее, отмечаю точки по окружности на расстоянии 32 сантиметра. Чем чаще точки, тем точнее и ровнее будет окружность. Фиксирую булавками, чтобы ткань не сдвигалась, и вырезаю сложенный вдвое полукруг. Вынимаю булавки и, не разворачивая круг, с одной стороны делаю разрез до центра. Далее мне нужно сделать на юбке круглый вырез для ствола елки. Для этого я просто подобрала подходящий по размеру соусник диаметром 6 сантиметров и, поставив его ровно в центр, обвела карандашом. Затем аккуратно вырезала ножницами. Украшать юбку я решила широкой декоративной тесьмой. Понадобится мне для этого 3,5 метра. Полметра я сразу отрезаю, они уйдут на обшивку среза и центра юбки. А 3 метра я присборю и пришью по окружности. На 3-метровом куске тесьмы я на машинке широкими стежками прокладываю строчку по центру вдоль всей тесьмы. А чтобы сборка на тесьме получилась ровной и аккуратной, я предварительно делю тесьму и юбку на 4 равные части. В местах получившихся отметок прикалываю тесьму к юбке булавками. И только после этого, аккуратно, чтобы не порвать нить, я присбориваю тесьму и красиво распределяю ее по окружности юбки. Результат фиксирую булавками. На машинке прокладываю строчку близко к краю юбки. Теперь мне надо обшить срезы и центральную часть юбочки. Для этого я беру оставшиеся полметра тесьмы и разрезаю ее вдоль ровно посередине. Сшиваю на машинке 2 половинки тесьмы между собой поперек. Прикладываю ее к самому краю получившейся юбки и, завернув на изнаночную сторону примерно полсантиметра, я прикалываю по длине среза узкую тесьму булавками.
Далее, дойдя до малой окружности юбки, я буду тесьму немного присборивать. Делается это для того, чтобы тесьма легла ровнее и не морщила юбку. Теперь мне надо приколоть завязки. Завязки у меня будут из узкой атласной ленты длиной 25 сантиметров каждая. Сделаю я 4 завязки. Но можно обойтись и двумя, сделав их у самой горловинки. Прикалываю завязки в двух местах с каждой стороны симметрично друг друга. Прикалываю их к изнаночной стороне и подворачиваю кончики под тесьму. Таким образом, красиво уложив тесьму вдоль оставшихся срезов и зафиксировав все булавками, я делаю строчку на машинке вдоль края срезов юбки. На готовой юбке огнем от свечи я опаливаю кончики завязок, чтобы атласная лента не сыпалась. Вот и все. Юбка готова. Теперь елочка будет максимально наряжена к Новому году. Ну и теперь, как обещала в начале видео, показываю вам еще несколько очень простых вариаций изготовления юбки. Также очень красиво будет смотреться юбка, если сделать на ней вышивку или аппликацию своими руками. Но это будет уже несколько посложнее. А на сегодня все. Успехов вам в рукоделии и до новых встреч в следующих видео. Пока-пока!